Дорогие друзья, это канал «После смерти сына. Дневник мамы», и я его создатель и ведущая Екатерина Варади. Сегодня 71-й день с тех пор, как мы потеряли нашего сына Ивана. Нет другого слова, которое может правильно описать то, что произошло. Он перешел в другой мир, скажем так. И сегодня был день, когда я как никогда была близка к тому, чтобы не записывать видео. Не потому, что что-то случилось, а наоборот. Потому что, в принципе, ничего не происходило. День был очень спокойный. После записи вчерашнего видео у меня было очень светлое настроение. Я спокойно подготовилась ко сну, помолилась, заснула. Утром проснулась. И как-то все было мирно, нормально. Тем более у нас, знаете, завтра же большое событие. Завтра женится наш старший и теперь уже единственный сын Александр. И, безусловно, мы готовимся к свадьбе. Хотя не будет никаких лимузинов и 500 гостей, но, тем не менее, все равно нужно там голову помыть, найти хорошее платье и подготовиться морально как-то. И вообще вот это ощущение, что сегодня последний день, когда у тебя сын не женат, это очень интересное ощущение. Ты думаешь, боже мой, здесь тоже начинается совершенно другая стадия. И, безусловно, здесь вот та сложность, о которой я говорила вчера, во вчерашнем выпуске. Уже даже я забыла, как он называется. День 70. Я говорила о том, что у нашей души мы не одноплановые личности. У нас есть хорошие чувства, есть плохие чувства, есть радость, есть скорбь. И когда какая-то одна часть оказывается придушенной слегка, то нам очень плохо. Если мы будем все время радоваться, это тоже ненормально, потому что, безусловно, есть вещи, по поводу которых нужно погрустить. Но если мы будем только грустить, это тоже очень тяжело для организма, потому что атрофируется вот эта вот мышца, которая отвечает за радость. И когда у тебя уходят близкие, особенно умирает ребенок, безусловно, эта опасность очень большая. И наверняка многим интересно, как же так, вот всего 2 месяца назад потеряли одного сына, уже женится другой, это праздник, как бы должен быть траур. И дело все в том, что то, что Вани нет, это здесь с нами на земле, он где-то в другом месте, это будет с нами всегда. И насколько бы мы ни откладывали жизнь, мы опять с этой истиной будем все время сталкиваться. И у нас остался ребенок. К сожалению, только один, которого мы очень любим. Мы очень хотим, чтобы он был счастлив. И хотел бы Ваня, чтобы мы отодвигали радость Саши ради того, чтобы поплакать больше о нем. Я не думаю. Потому что от того, что мы радуемся свадьбе Саши, от этого мы не грустим по Ване меньше. Это такой парадокс. И, безусловно, его трудно принять даже родителю, потому что это такая радость, которая связана с грустью нераздельно. Не потому, что ты не радуешься за сына, не потому, что ты его там меньше любить и стал о нем меньше думать из-за ухода второго, но потому что ты просто не можешь так безоблачно радоваться, как ты бы радовался, если бы у тебя оба были рядом. И Саша это тоже прекрасно понимает. Он периодически и тоже и плачет, и грустит, и все, но есть такая пословица русская: без труда не выловишь рыбки из пруда. То есть за все, что есть в нашей жизни, нам приходится бороться, за все хорошее. Как правило, за плохое бороться не надо, оно приходит само, и потом мы долго и мучительно расхлебываем его последствия. А вот за хорошее, за все нужно бороться. И вот, к сожалению, у нас сейчас такой период, когда нужно выгрызать у жизни вот эту радость, которую ты должен чувствовать. Тебе приходится заставлять себя чувствовать эту радость, заставлять себя на время отодвинуть печаль. И таким образом это тоже тренировка, это тоже появление навыка, умение не пройти мимо печали, а как бы уметь ее немножко отодвинуть, сказать, как Скарлетт О'Хара: я подумаю об этом завтра, или я подумаю об этом сегодня, но не в том ключе, что ой, как хорошо, что Саша здесь, как Ваня плохо там, а мы думаем о том, что как здорово нам с Сашей здесь, с Настей, как здорово, что мы радуемся, и мы уверены, что Ваня тоже радуется там наверху и посылает нам свои благословения и молится за нас точно так же. То есть можно вот в этом ключе тоже думать. И приходится себя заставлять так думать, с этим ничего не сделаешь.
И на самом деле это практически была единственная мысль сегодняшнего дня, которой я хотела поделиться. И я хотела бы очень быстро закончить это видео, потому что я очень устала. Ну, все время, получается, эти бессонные ночи. И плюс, как я говорила, траур, он отбирает очень много сил. Все равно грусть, все равно печаль. Она съедает очень большое количество сил. И ты ходишь как вареная муха постоянно, а на завтрашний день хочется, чтобы сил было побольше. И я буквально хотела вот сейчас уже заканчивать, но внезапно я влезла в Facebook и, в общем-то, пожалела, потому что, несмотря на то, что я сама публикуюсь в Фейсбуке, у меня такая позиция страуса, то есть, знаете, я сама публикуюсь, но смотрю его очень выборочно, потому что сейчас, в связи с войной, в связи с огромными жертвами, там, конечно, очень много негативной информации, там очень много информации там, о собаках брошенных, о собаках умирающих, о собаках, у которых какие-то страшные болезни, там, о детях больных. И я понимаю, что это каждый свою боль точно так же выкрикивает, выплакивает, чтобы его услышали. Но когда у тебя у самой ресурс почти на нуле, это тяжело, поэтому я стараюсь. У меня есть несколько авторов, на которых я подписана, которых я читаю, которые, в общем, не без... То есть там тоже есть и тяжесть, и грусть, но она как бы не настолько тяжела. А так... Я ужасно сочувствую людям, которые оказались вовлечены в эту войну, в эти войны, вернее. Безумно жалко всех детей больных, потому что я сама через это проходила. Но просто то, что ты можешь, ты делаешь, то, что ты не можешь, то приходится каким-то образом себя немножко ограничивать в получении негативной информации. Но, тем не менее, я нашла интересный пост, который меня зацепил, потому что это был пост женщины, которая говорила, что я не хотела бы, чтобы меня увидели мертвой. И я вообще не понимаю, зачем нужен вот этот обычай показывать близким своих мертвых родственников. Это уже не этот человек, зачем на него смотреть. Я этого очень боюсь, говорит эта женщина, потому что в детстве я видела несколько похорон разных, и меня это очень напугало. И я не то чтобы не согласна, здесь вот это такая тема, когда у каждого человека может быть вообще свое мнение. И каждое мнение имеет право на жизнь, и ни про одно из них нельзя сказать, что это хорошее, это плохое. Я скажу свое. У меня тоже в детстве было несколько очень неприятных моментов, потому что действительно это было не только в маленьких городках, как пишет эта женщина. Я жила в Москве, я родилась в Москве, и вот я ехала в школу, и там кого-то хоронили. Это, знаете, духовой оркестр, тогда же не было отпеваний. В храмы не возили тела, по крайней мере, в Москве. Несли открытый гроб, идут за ним люди, город, многоэтажные дома, и вот этот вот такой тоскливый вой вот этот духового оркестра, что, конечно, вы знаете, хотелось просто... Во-первых, было страшно, во-вторых, было ужасно какое-то тягостное это ощущение безумной печали вот этих звуков. Просто я по сей день могу сказать, что вот от одних этих звуков просто жить не хочется. И потом у нас... Мы жили так, у дедушки с бабушкой был дом частный, но на одном участке жило 3 семьи. Дедушка и 2 его сестры. И у его младшей сестры утонула дочь. Причем это все произошло вот, не то чтобы при нас, то есть мы не присутствовали. Она уехала в 16 лет со знакомыми на озеро, на Селигер, по-моему. И там получилось так, что не могли завести моторы лодки, они собрались ехать куда-то то ли за ягодами, то ли за грибами, одетые, сели в лодку и никак не могли завести лодку, а потом вдруг мотор завелся, и лодка со всей дури, то есть на большой скорости, полетела вперед, и все повываливались из этой лодки. Света моя, я не знаю, кто она, дедушки, она племянница, в общем, она сестры. Я не знаю, кто она мне, там какая-то юродная сестра. Мы росли вместе, на самом деле, не очень дружили, потому что я была маленькая, мне было лет 5, а ей тогда было 16. То есть очень большая разница, для дружбы нет, но я ее помню, конечно. И вот я помню про нее, что она до какого-то такого возраста, она была такая синенькая мышка, такая неинтересная девочка, имеется в виду чисто внешне, такая, знаете, вот незаметная. И вдруг она расцвела вот лет в 15. У нее вдруг стали виться волосы, она стала просто красавицей настоящей. И мама над ней очень, у них было 2 детей, старший сын, младшая дочка, и вот как-то она к этой дочке очень прикипела, она безумно ее любила и никуда не отпускала. И вот один раз она ее отпустила, и она утонула.
И ее очень долго не могли найти, ее тело, потом ее нашли, и мама, тем не менее, несмотря на то, что уже там от него мало что осталось, мама все равно хотела хоронить ее в гробу, ну, если в открытом запретили, то в гробу с окошком, это было очень много слез, к ней было просто страшно подходить, вот, наверное, она безумно горевала, ее было страшно жалко, а с другой стороны, ну, я как ребенок, я просто очень сильно боялась этого. Я не знала, что ей можно сказать. Вот она, когда меня видела, она мне сразу начинала показывать фотографии Светочки, и ты вот как дурак сидишь там и не понимаешь, что тебе делать, потому что тебе жалко, но ты никак не можешь помочь. И вполне может быть, что мое отношение сейчас, что я не плачу и не показываю своих эмоций, связано с тем, что я просто увидела, как это ужасно, когда человек выкрикивает, выплакивает свою боль, и это для него, наверное, очень хорошо, но для окружающих это мучительно, потому что ты не можешь помочь. И не знаешь как, не знаешь, что сказать, тем более ребенок не знает, и взрослые это не знают, уж ребенок тем более. И был период, когда я, конечно, безусловно, боялась смерти. Был один раз, когда у нас в пансионате, где мы отдыхали, в пруду утонул, в озере утонул мужчина, который великолепно плавал. То ли свело ногу, то ли что, в общем, непонятно. Тоже его там вылавливали водолазы, и это все было страшно смотреть. Но в то время я была совершенно неверующим человеком. И мама у меня тоже очень боялась увидеть мертвых. Она не могла пойти, не ходила на похороны мамы с папой своих. Не потому, что она их не любила. Ей становилось очень плохо при одной мысли, что она их увидит. Она просто физически там теряла сознание, не могла идти. И у меня был какой-то тоже такой страх. Но потом, когда я стала верить в Бога, отношение к смерти изменилось. То есть был такой период в 5 лет, вообще в 5 лет я уже поняла по церковной школе тоже, что лет в 5 ребенок начинает обретать вопросы по поводу смертности своей. Я помню, когда я была маленькая, мне почему-то что-то снилось очень, очень страшное, я не помню конкретно что, но я каждый раз просыпалась, плача, и спрашивала у мамы: мама, ты не умрешь, ты не умрешь? Мама мне отвечала: вы не умрете с папой? Мама отвечала: нет, конечно, нет, доченька, спи. Но я прекрасно, в общем-то, понимала, что это неправда. И ответов в атеистической семье найтись не могло. То есть человек умирает, значит, все. А потом, когда ты понимаешь, что есть вера, и у тебя появляются варианты. То есть ты можешь найти, если ты уверуешь, ну, на самом деле это не так происходит, что ты никак не раскладываешь это по полочкам. Но уже потом, когда ты уверовал, ты вдруг начинаешь понимать, что, оказывается, этот вопрос тоже решен. И оказывается, детям можно этот вопрос преподавать совершенно по-другому. Вот я читала книги священников и книги жен священников разных, и они говорят, что у них дети, например, даже в похороны играли. Настолько для них это было привычно, и они настолько понимали, как можно относиться к смерти, что смерть — это естественное явление в жизни человека, они этого не боялись. И мне кажется, вот такое отношение этой женщины, ее очень жалко, что она так боится этого, и так тяжело ей, потому что, организовать, чтобы тебя мертвым никто не увидел, и ты не увидел никого из своих мертвых, мне кажется, очень трудно. Наверное, можно, но сложно. И ее, безусловно, очень жалко. Я думаю, что если бы у нее была вера, то она бы с детства уже относилась к этому совершенно по-другому. И мне было бы тоже намного проще, если бы, когда мне было 5 лет, и я боялась смерти, родители мне сказали, что да, мы все уйдем в другой мир, в этом другом мире там есть Бог, есть святые, опять же, у кого другая вера, там есть другое, но обязательно у человека есть утешение. Собственно, всегда основой религии есть вопрос, что будет с нами потом. И было бы, безусловно, легче. И потом, когда я уже была верующей, я видела 2 покойников. То есть это была одна женщина, которая умерла, наша знакомая. Я пошла на отпевание в храм. И это было тоже такой, знаете, для меня челлендж. Я боялась, конечно, думаю, вот интересно, как я среагирую. Я пришла и увидела вот как восковую куклу. То есть я совершенно однозначно поняла, что этой женщины там нет. И это перекликается со словами вот этой женщины в Фейсбуке, что все равно перед тобой лежит не тот человек. А потом мы хоронили нашего свекра, которого практически, несмотря на то, что он католик, но муж похоронил вообще по православному обычаю. На 3-й день удалось в деревне это все решить, и очень хорошая была и проповедь, и как-то все очень было по-человечески сделано, и гроб был открыт, и подходили, мы целовали его в лоб. Там тоже не было абсолютно ощущения, что он, то есть мне лично казалось, что он с нами стоит где-то вот тут вот, то есть я его чувствовала, но я понимала, что не он лежит.
И поэтому с тех пор я покойников вообще перестала бояться, потому что я поняла, что действительно уходит душа и остается тело, и в этом теле нет ничего страшного, нужно отдать ему дань уважения последнего, там, поцеловать, обмыть, если это нужно. Потому что я считаю, что все эти древние обычаи, они недаром. Недаром нужно обмывать тело перед смертью, недаром нужно там крестить, недаром нужно отпевать. Это все влияет на посмертную участь. Мое убеждение как верующего человека, у тех, кто не верует, может быть другое, они имеют полное право, и никаких претензий по этому поводу или заявления, что вы не правы, здесь не последует. И когда уходил Ваня, мне было, конечно, очень страшно того, что, во-первых, как это будет происходить, в какой момент, думала я, из моего ребенка, мой ребенок превратится в восковую куклу. И, конечно, было очень страшно, что он почувствует в последние минуты, и будет ли у него какие-то кошмары, потому что говорят, что перед смертью приходят какие-то темные силы, и очень многие люди рассказывали, как при них уходили родители, и там это было прям вот страшно. Приходилось креститься, молиться и читать канона об отхождении души от тела. Я думала, кстати, читать ли этот канон, но, знаете, была же надежда, что он выживет, и я думаю, ну как я буду читать Господу молитву о том, чтобы душа отошла от тела, когда я к этому еще сама не готова и не уверена, что это произойдет. Поэтому я попросила у Бога прощения и стала молиться, вот, Господи, да будет на то, на все воля Твоя. И в общем, канона этого я так и не прочитала ни разу. Но тут же после этого, уже когда лежала в больнице, я стала читать канон о едином умершем. Вот там прямо, пока мы ждали Сашу, то есть я уже начала молиться сразу. И что интересно, что вот этого не произошло. То есть не произошло превращение моего сына в восковую куклу вообще. Он как был, так и остался. Безусловно, было понятно, что его лично уже там нет, то есть душа отошла, но тело не изменилось ничего, не было запаха, не было никаких страшных явлений. Он был теплый очень долго. Даже когда мы его отпевали, это уже было на 9-й день, соответственно, он там после морозильника, и там появились какие-то пятна там на груди розовые, там, но это совершенно не выглядело страшно. Это был опять он, это он был такой же, и все время было ощущение, что он вот-вот встанет. И было, особенно когда в больнице, там вообще было постоянное ощущение, что он дышит, и у него как будто бы глаза двигаются, то есть полное. Вообще это было вот немножко, как вам сказать, я не знаю, было бы ли ему легче, если бы он превратился в восковую куклу. Я понимала, что он ушел, у меня не было желания закричать и не дать никому убрать у меня ребенка. Вот мой муж очень боялся, что он не дал мне посмотреть, как увозят его, потому что он считал, что это на меня может влиять плохо, но я понимала, что это жизнь, мне надо отпустить его, потому что его уже там нет, это видно, он уже не слышит нас, он ушел в другое место. Вот. И та же самая история была в гробу, конечно, вот сам вид гроба, когда ты видишь его в первый раз, он тебя так, знаете, как удар такой, бамс. Но, в принципе, там тоже не было никакого ощущения, было ощущение света, было ощущение тепла, было ощущение его лица, которое, как лицо ангела, оно не было омрачено никакими неприятными чувствами. И вы знаете, если меня спросили, хотела ли я бы похоронить сына так, что я не вижу его мертвым, я бы однозначно сказала нет. Потому что если бы я не увидела его мертвым, для меня это всегда был бы открытый вопрос. Я всегда сохранился бы страх, а что, если он был жив, а мы не заметили, и врачи не поставили неправильный диагноз, и он умер там где-то в могиле там, или там в морге. Я не знаю. То есть для меня это было однозначно, мне кажется, сейчас я уже покойников не боюсь совсем. Ну, после того, что произошло, было бы немножко смешно бояться. И с какой-то стороны это хорошо, хотя я предпочла лучше пожить со страхом, но без этого опыта. Но, скажем так, в данном случае не мне было решать. Поэтому я, с одной стороны, с этой женщиной согласна, и она ничего не может поделать со своей детской травмой, и она не может, если она не хочет видеть усопших, это, безусловно, ее вопрос, и никто, я думаю, не осудит, если она этого не будет делать, но мне кажется, что это мнение не универсально. Мне кажется, что смерть — это, ну, как, знаете, вокруг рождения есть определенные ритуалы. Мы радуемся ребенку, мы его берем, его тоже моют, кстати говоря, ему нарекают имя, его крестят, ну, кто-то крестит, там, кто-то обрезает, кто-то еще что-то делает, то есть есть какие-то обряды, таинства.
И смерть, как неотъемлемая часть жизни, она тоже окружена ровно такой же заботой. То есть от того, что у человека тело отделилось от души, это не значит, что тело стало не нужно никому тряпкой. Это тоже тело, для меня вот это было тело моего ребенка, которого я родила, которого я только что держала за руку, которого я только что гладила. Он не стал меньше Вани. Да, его душа ушла, но это тело, оно нуждалось в уважении, и нуждалась в том, чтобы оно было окружено любящими людьми, которые там были. И да, мы плакали, нам было очень тяжело, но у него было достойное, мы его достойно отпустили. Его отпели, он был окружен любящими людьми. Он ни на минуту не оставался один в то время, пока мы могли около него быть. И мне не страшно было его после того, как мы его отпели, вообще не было страшно оставлять его, и что думать, что вот его кремируют, а как же так, вот он лежит, он там совсем один. Я прекрасно понимала и чувствовала, что его там нет. Он ушел, он уже наверху, и не он лежит в гробу, и не он лежал на кровати, и не он потом лежал в этой урне, не его, то есть прах его, но души его, Ванькиной, веселой, задорной, его нет там. Он наверху, он нас видит, нас слышит, радуется за нас, и я абсолютно уверена, что это так. Поэтому, как бы, знаете, получилась такая интересная полемика. То, в чем я согласна с этой женщиной, в то, что, вот, конечно, когда фотокорреспонденты фотографируют мертвых и не заблюривают лица, это, конечно, я считаю, должно каким-то образом регулироваться законодательно, потому что это нарушение частных границ у мертвых, это такие же частные границы, как и у живых. И, безусловно, правильно тоже говорила эта женщина в этом посте своем, что никто не должен быть показан в смерти так, как бы он не хотел этого в живом состоянии. То есть одно дело быть показанным красиво одетым в гробу, и то, кстати, не факт, что это нужно. А другое дело, если тебя там разворотила бомба, и у тебя там отдельно руки, отдельно ноги, и кровь, и все, мне кажется, это, в общем, никому не нужно делать. И я думаю, что фотокорреспонденты, они, с одной стороны, объясняют тем, что это показывает ужасы войны, а с другой стороны, мне кажется, это все равно какой-то хайп. Потому что на такие фотографии можно собрать намного больше реакций, чем на обычное спокойное содержание. Ну, мы все знаем о том, что там на голое тело женское очень много реакций на всякого рода непристойные посты, тоже очень много реакций. То есть есть какие-то моменты, есть вещи, на которые люди реагируют сразу. Слушайте, когда я преподавала в церковной школе, история о том, как отрубили голову Иоанну Крестителю, с намного большим интересом слушалась, чем там любая другая мирная история. Или там о том, как Каин убил Авеля. Это прям тоже было вау. Потому что это страшно, это щекочет нервы. А какая-нибудь мирная история о том, как Авраам ушел искать в землю обетованную, ну, ушел, и что там дальше? Хотя, с моей точки зрения, там вопросов намного больше. Именно. И я все мечтаю создать канал, где я об этом буду рассказывать, потому что, мне кажется, интереснейшие психологические персонажи, описанные в Библии, интереснейшие к ним отношения, и мы этого не понимаем даже приблизительно. Вот такой у нас вышел разговор, но, пожалуй, несмотря на то, что я сейчас много говорила о смерти, я много говорила там, о покойных и так далее, я считаю, что главное – это приложение усилий. То есть наша жизнь зависит всегда от работы над собой, от того, насколько мы принимаем решение жить. Только мы принимаем решение, как мы будем жить. Даже несмотря на тяжелые испытания, все равно мы принимаем решение, как принимать эту тяжелую весть, этот тяжелый новый образ жизни для нас. Всегда стакан может быть либо наполовину пустой, либо наполовину полный. Всегда все может быть либо очень плохо, либо плохо, но мы справимся. Тяжело, но мы переживем. Мы будем счастливыми. Вопреки всему, мы будем с Богом, мы будем благодарить Его за все, даже если мы сейчас ничего не понимаем. То есть это мышца, которую нужно тренировать. И, мои дорогие, для тех, кто со мной согласен, я вас всех обнимаю, с любыми мнениями, абсолютно неважно, какое оно у вас. Я считаю, что вообще тема потери близких, она очень тяжелая. И как бы ни считал человек, он достоин любви, достоин понимания, достоин того, чтобы его выслушали. Даже если мы с ним
полемизируем, эта полемика не должна быть ни в коем случае какой-то переходящей на личности, потому что я очень глубоко уважаю эту женщину, которая сказала свое мнение, я уважаю это мнение и то, что она имеет смелость его высказать. Так же, как я не то чтобы уважаю себя, но я считаю себя вправе, например, высказать свое мнение. И, в общем, оно не то чтобы совсем противоположно, просто, как бы, скажем, есть акценты. Так что самое главное, мои дорогие, держитесь, держитесь и целенаправленно, осознанно совершайте над собой усилия по жизни дальше. То есть оно, к сожалению, не приходит само. Я это вижу так. Вполне может быть, что у всех будет по-разному, и мне напишут, что вот у меня это совершенно по-другому, я там усилия не могу приложить, или я вообще не чувствую, что у меня есть силы. Может быть, есть и так. Мне кажется, прям даже если их нет, то надо их откуда прям выковыривать. Знаете, когда иногда есть, когда кажется, что нет сил, а иногда, когда их нет вообще. Так, друзья, уже 25 минут я опять проговорила. Спокойной вам ночи, кто ложится спать. Хорошего, великолепного вам дня для тех, у кого день. Я вас всех мысленно обнимаю, и я очень надеюсь, что мы с вами прорвемся, мы с вами натренируем мышцу радости, таким образом, что она будет нас с вами вести в самые темные дни вперед, и что мы будем проходить, даже если мы будем проходить через долину смерти, как в псалме написано, что мы будем знать, что у нас есть защита. У кого Бог, у кого вот эта мышца радости, у кого надежда на мироздание. Потому что только с этой мышцей нам будет намного-намного проще. Просто не будет, наверное, никогда, а намного проще будет. Я вас люблю, мои родные. До свидания.